В эфире 9 канала программа «Книга жалоб». В студии Максим Гуллер. Добрый вечер. Каждую среду мы говорим о правах израильтян, а также об отношениях между гражданами страны и судебной системой Израиля. Сегодняшняя программа будет посвящена дороговизной жизни. Каждый из нас, наверное, заметил, что в последний год цены сильно выросли, будь то бензин или продукты питания. О квартирах, конечно же, лучше вообще не говорить. И все это на фоне того, что в госсекторе зарплаты собираются повысить уже буквально с начала следующего года. Почему это происходит, поговорим с нашим гостем в студии. Это Юлия Леви, финансовый консультант. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте действительно сначала положим все проблемы на стол, а потом попытаемся разобраться в этой непростой ситуации. С одной стороны, мы видим, что на 13,5% будут повышены зарплаты судей. Добавок к этому премьер-министр получит эту же надбавку. Министры, соответственно, получают. Госконтролер, президент страны. Таким образом, если все это произойдет, в чем, наверное, никто из наших телезрителей не сомневается, председатель Верховного суда будет получать порядка 120 тысяч шекелей в месяц. Да, это брутто, но тем не менее. Министры и премьер-министр будут получать в районе 65-70 тысяч шекелей. Президент страны будет получать 75 тысяч шекелей. И, наверное, это хорошо, когда власть придержащие, власть имущие или те же судьи будут получать хорошие зарплаты, тем самым их будет, наверное, тяжелее подкупить. Мы не хотим этой самой коррупции. В последние 10 лет мы видим, что многие политики погрязли все-таки в неких коррупционных связях. И, наверное, все-таки хорошо, что эти люди получают нормальную зарплату, хорошую зарплату, их тяжелее подкупить. С другой стороны, мы видим, что в том же госсекторе, к примеру, полицейские или учителя просто не хотят больше заниматься этой профессией, потому что они зарабатывают недостаточно. И сказать, что они работают не так тяжело, как президент или как глава Верховного суда, это неправильно, потому что полицейский в конечном итоге не может работать за 7 тысяч шекелей, не получать ту же самую юридическую поддержку и сопровождение, если что-то он делает. И в конечном итоге он тоже человек, ему нужно тоже кормить семью. И здесь, опять же, на этом же фоне, всего на 5% поднимут пособие по старости. В общей сложности где-то на 80 шекелей на каждого человека. Почему это происходит? Ну, во-первых, вы правильно заметили, что цены дорожают. Когда цены дорожают, то нужно обязательно сделать какую-то, так сказать, подправку, так, чтобы зарплаты тоже могли, так сказать, позволить людям, которые их получают, так сказать, держать тот же уровень жизни, к которому они привыкли. С чем я не согласна так же, как и вы, что если мы уже понимаем, что все дорожает, и нужно всем как-то подкорректировать зарплаты, то почему, во-первых, одним да, во-вторых нет, во-вторых, почему им так много, а нам так мало. То есть тут как бы большая проблема, которую я бы хотела положить на этот стол. Первая проблема – это проблема, так сказать, распределения богатства. То есть кому побольше, мы говорим, кому поменьше. Про бюджет. Потому что, да, то есть как бы бюджет на самом деле сейчас должен поддержать, так сказать, всех лиц, которые вы перечислили, в то время как пенсионеры, как инвалиды, как матери-одиночки, как все слабые слои населения, которые являются большинством как бы, в нашем государстве, они остаются за чертой бедности. И я даже не говорю о той, как бы сказать, моральной проблеме, которая существует. У нас появляется большая экономическая проблема. Почему? Потому что те секторы, которые именно движут колеса экономики, то есть это люди, которые пойдут потом в магазин и потратят эту зарплату на те же продукты, на те же услуги, которые они требуют, они просто не смогут это сделать. То есть что произойдет? У большинства населения будет меньше денег. Кстати, мы уже видим тот факт, что они получают меньше зарплаты, то есть как бы реально они, может быть, получают те же 100 шекелей, но те же 100 шекелей, они стоят намного меньше в магазинах. То есть если я раньше могла на них купить, не знаю, там 5 продуктов, то сегодня это только 4. То есть мы говорим о том, что, во-первых, эти деньги, они теряют свою ценность. Во-вторых, мы говорим о том, что если мы как бы возьмем весь накопительный процесс всего долгого периода, который, скорее всего, не будет и меняться в ближайшее время, то мы увидим, конечно же, большую экономическую проблему, которая идет к нам. Потому что люди, которые мало получают, они платят мало налогов, они меньше тратят в магазинах. Бизнесы, которые, так сказать, получают деньги от тех же людей, не могут платить те же налоги. Таким образом, мы заходим в какую-то такую негативную круговую систему, в которой нету тех, То есть мы по дороге выигрывает. к некому, то, что на иврите называется мету, некий экономический спад? Или... Я боюсь, что это как раз там. Опять же, есть некоторые секторы в нашей экономике, которые поднимают эту рамку, тот же хай-тек, который, да, немножко тянет вперед. Но если мы посмотрим на наше государство в общем, а не на какие-то узкие отрасли, то есть для того, чтобы поднять всю экономику страны, где каждый из нас мог бы процветать, недостаточно поднимать только верхние слои. Нужно поднимать всем, как бы, то есть как бы надо помогать всем подниматься. Как это делать? Поднять зарплату
зарплату некоторым лицам это, может быть, решает какие-то частичные проблемы. Но давайте посмотрим в корень. Вообще, почему у нас есть эта проблема? Потому что в Израиле мы платим очень высокие налоги. Потому что... Ну, хорошо, но за счет этих же самых налогов, опять же, я не финансист, но ведь эти налоги, которые в конечном итоге платим мы с вами, наши телезрители, они идут в государственную казну. Мы, наверное, хотим или ожидаем от государства, чтобы как минимум этими налогами распоряжались правильно. Я сейчас не говорю, что давайте не будем давать кредит. Я совершенно не об этом. Я говорю о том, что если условный судья получает 80 тысяч, то нет никакой разницы для него, будет он получать 80 или 95. Это для нас в любом случае некие астрономические зарплаты. Но в то же время, как вы упомянули, матери-одиночки, которые получают довольно ничтожное пособие, большая часть которого, кстати, уходит на содержание детей, а не на что-то другое, они получают гораздо меньше. И мы, наверное, ожидаем от государства, чтобы как раз вот этот пирог делился как-то более правильно. Вы, несомненно, затронули очень важную тему. Вопрос, что такое правильно. По моему мнению, в плане, опять же, как мнение экономиста, я считаю, что правильное распоряжение налогов или правильное распоряжение бюджетов – это когда берутся деньги, они куда-то уходят, а потом возвращаются намного больше. То есть, если мы хотим, знаете, как водоворот Куда это они так уходят? Скажите, раскройте нам секрет, куда можно так, чтобы деньги ушли и вернулись, и гораздо больше? У нас обычно получается совершенно обратная операция. Они просто уходят. Это целая тема, которую мы сможем обсудить, конечно же, как-нибудь. Но на данный момент, если мы говорим о том, куда можно эти деньги направить, это, конечно же, направить их в те русла, чтобы именно подкрепить эти слабые населения, чтобы они могли потом, опять же, больше зарабатывать, больше платить налогов, и таким образом налоги бы вернулись к стране. То есть любая конструктивная, так сказать, разброска этого бюджета, она должна основываться на том, что люди, которые получают эти деньги, они будут их возвращать. Что происходит с тем же судьей, который получает 120 тысяч шекелей? Ну, пошел он в супер, ну, купил он продукты, ну, купил он там одежку, ну, купил еще что-то. Большая часть того, что он получает, остается в стороне. То есть он ее куда-то вкладывает, куда-то инвестирует. Кстати, для него это, конечно, здорово. Но для экономики нашей страны это деньги, которые не возвращаются в оборот, которые не идут в тот же бизнес, который по соседству тут продает какие-то услуги или продукты. То есть это не уйдет назад в страну. И как только это происходит, мы понимаем, что мы делаем что-то неправильно. Потому что деньги, которые сидят в стороне и где-то и копятся, они работают, не нанимают людей, не продают какие-то продукты. То есть когда нету вот этого именно оборота денег в стране, тогда наша экономика немножко тормозит. И вот я именно этого опасаюсь, потому что, учитывая то, что бизнесы в нашей стране, они опираются на способность потребителей тратить деньги, а денег у них все меньше и меньше, потому что в банк они возвращают все больше и больше возвраты за машканты, зарплаты у них реально не так сильно поднимаются, то есть остается то, что у бизнеса получается меньше дохода, он не может тратить так много налогов, и поэтому казна того же государства, которое неправильно распределил первоначальную сумму, начинает просто опустошаться. Сколько времени, по вашим подсчетам, это может занять до того, как наша экономика остановится? Или... Ну, я бы не хотела сказать такие черные прогнозы, но я думаю, что это очень многое зависит от того, что будут делать нынешние глава нашего государства, потому что, на самом деле, экономика, она очень такая сложная наука, потому что есть очень много факторов, которые могут повлиять, и иногда некоторые мизерные факторы в общем дают такую большую сумму. Я очень надеюсь на то, что некоторые, так сказать, цитаты нашего нынешнего Сара Уцара Смотрича не будут, так сказать... Ну, он еще пока что нет, но может быть. В принципе, да. Но если я говорю о том, что, по моему мнению, нужно сделать сейчас, это, во-первых, как-то немножко опустить так сказать, цепочку, которая есть на шее каждого из нас. Да. То есть мы не можем бесконечно поднимать цены, при этом не поднимая зарплаты. С другой стороны, если мы поднимаем зарплаты людям, значит, те предприниматели, которые их платят, должны получить какие-то льготы, какие-то субсидии, какие-то, не знаю, поблажки от налогов. Но здесь вы, Юлия, с вашего позволения, здесь вы немного, опять же, для меня, вы смешиваете, потому что, с одной стороны, когда мы говорим про госсектор – это одни деньги. Когда мы говорим про частный сектор – это другие. Если тот же предприниматель, глава или владелец какого-то бизнеса, держатель контрольного пакета акций
после уплаты всех налогов решает платить своим работникам, там, своему генеральному директору, его заместителю и так далее, вниз по цепочке увеличенные зарплаты, это его личное дело. Это деньги, которые он сам своим умом, своим трудом, своими возможностями заработал. Да, с помощью этих же своих работников. Когда мы говорим про госсектор, там кто решает, кому пойдут эти деньги? Министр финансов? Ну, там мы видим довольно-таки... Или клерки, которые сидят в Министерстве Да. финансов, которые говорят, на 13,5% мы решили увеличить зарплату председателя Верховного суда, президента, главы правительства и министра. Вы знаете, там на самом деле сложно сказать, потому что мы все видим со стороны вот эти вот послевыборные вот эти вот гонки, кто что сможет ухватить. И на самом деле, по моему мнению, к сожалению, во многих случаях решения не обосновываются на каких-то реальных фактах или каких-то реальных То есть никто не смотрит на нужды этой самой экономики? А тут кто просто громче кричит, кто больше тянет. То есть, к сожалению, наша экономика уже очень долгие года, она именно так и руководится. То есть нам не хватает вот этого лидера, который бы пришел и сказал: так, остановитесь, давайте подумаем наперед, давайте подумаем о будущем нашей страны, о будущих наших детей, и тогда, уже исходя из этого, давайте строить эту систему. На данный момент у нас есть такая инерция, по которой мы работаем, и, к моему, к сожалению, из тех результатов, которые мы видим, мы понимаем, что те люди, которые принимают эти решения, может быть, не всегда прислушиваются к их финансовым консультантам, которые находятся вместе с ними. И, к сожалению, мы видим те плачевные результаты, которые мы видим сейчас. Мы видим высокую инфляцию, которая, может быть, и меньше, чем в других странах, но, тем не менее, она идет и поднимает голову. Мы видим цены на продукты, цены на жилье. Цены на электричество подняли буквально недавно, опять поднимают. Цены на бензин опять подняли. Почти 7 шекелей за литр бензина. Почему это происходит? Потому что вместо того, чтобы бороться с монополиями, вместо того, чтобы на самом деле сделать порядок в стране и ограничить силы некоторых предпринимателей, которые просто, у них есть эксклюзивные права на... Давайте подумаем, посмотрим то, что произошло на этой неделе. Концерн Тнува? С концерном Тнува, то есть как будто не надо Два долго концерна. искать. Концерн Тнува, который сказал, что он будет повышать цены, и концерн Шуперсаль, который сказал, что мы не дадим повышать цены. В конечном итоге Шуперсаль включили заднюю передачу и позволили Тнуве вернуть свой товар на полки. Почему? Потому что Тнува сказал: я пока вам не доставляю молоко. ГАД подключился к ней и сказал: мы тоже, потому что вы не согласны поднять там цену. И осталось то, что кроме этих двух больших предприятий, у нас оказалось, что им не с кем работать. То есть это как раз подчеркивает ту проблему, которая есть на данный момент. Так как только у нас есть слишком сильные концерны, которые руководят, можно сказать, целой цепочкой всех тех организаций, которые в конце концов поднимают цену, у нас есть большая проблема. То есть если не будет позволено порекомендовать кое-что нашему правительству, это на самом деле обдумать возможность ограничить именно вот эту вот силу, которая набрали все вот эти вот концерны. Но для этого нужно дать другим бизнесам зайти на этот рынок и создать для них какие-то льготы, наверное. Это надо делать параллельно, потому что на данный момент то, что мы видим, что правит те, кто сильнее. А те, кто сильнее, они, скорее всего, не думают о наших с вами интересах, они думают о своем кармане. И, кстати, мы можем посмотреть на их финансовые доклады. Они все выше, они зарабатывают все больше и больше. Давайте поговорим про банки. Это еще один такой яркий пример того, что банки заботятся о... В первую очередь о себе. В первую очередь это понятно, о себе. это финансовая структура. Да, а на второй степени это все те, так сказать, тайкуны, которые, опять же, правят нашей экономикой. Которые, кстати, должны государству больше, чем у них на самом деле есть на счету, как правило. Да, и которыми наше государство, в принципе, не руководит. Оно, так сказать, очень помогает им, в то время как их надо просто ограничить и дать возможность всему, так сказать, рынку. Юрий, еще один вопрос до того, как мы отправимся на рекламу и попробуем с практической точки зрения все-таки понять, как управлять и делить семейный бюджет. Почему действительно растут цены? На электричество, на бензин. Я говорю о самых простых вещах. Я, правда, мало понимаю в этой глобальной экономике, и мне тяжело, но я захожу каждый день в супер, в магазин, и я вижу, что, как вы сказали, вместо 5 я либо беру 4, либо в конечном итоге я переплачиваю гораздо больше, чем я привык, как правило, платить. Вы знаете, попросту я могу сказать, что по моему Это прихоть мнению... какого-то концерна? По моему мнению, очень многие фирмы поднимают свои цены не потому, что им на самом деле это вот... То есть это неоправданно, это речь идет о какой-то войне в Украине из-за сырья, пшено, энергоносители. В некоторых случаях это частично оправдано. Да, в большинстве случаев, по моему мнению, это только потому, что они могут себе это позволить. Так как мы не можем сказать им «нет», и мы видим тот же пример, который мы сейчас упомянули, то есть мы говорим им «нет», а де-факто как бы холодильники опустошают. То есть
им мы сказали нет, а кого-то другого мы, так сказать, еще не подпустили. И таким образом получается вот это Таким дыра. образом, каждому придется завести корову в собственном доме. Многие предприятия, которые поднимают сейчас цену, они это делают просто потому, что они могут себе это позволить, потому что нету достаточно сильного регулятора, который может их как-то, так сказать, не знаю... Придержать, можно да. сказать, да. И да, вы правы, есть какие-то, может быть, все еще побочные эффекты короны, то есть, как бы, да, война на Украине как-то влияет, но, по моему мнению, самый главный фактор в этой игре – это тот факт, что их просто никто не может остановить. Их даже никто не пытается остановить. Во многих случаях мы даже видим, что им даже помогают. То есть, когда вся система не настроена на то, чтобы на самом деле создать открытый рынок, свободный рынок. Свободный рынок – это не вмешиваться в рынок, а сначала создать такой баланс сил, где есть на самом деле несколько игроков, которые могут между собой конкурировать, а не давать самым сильным полную власть, и тогда уже все потеряно. И я очень боюсь того, что наша экономика находится именно в таком критичном моменте, когда еще чуть-чуть, и у нас уже не будет хода назад. То есть как бы их надо сейчас останавливать, надо сейчас думать, как создавать альтернативы, как помогать другим бизнесам как-то расти, чтобы была контра. Как только убирается какая-то контра, остается только один игрок, мы видим то, что мы видим. То, что электрическая компания поднимает цены, насколько ей хочется, то, что бензин поднимается очень высоко, потому что государство решило, что нет другого выбора, и все. То есть это все, так сказать, накопительный процесс одной и той же проблемы. Нету тут, как бы, на самом деле, кого-то руководящего, который будет проводить правильную финансовую политику. Сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после которой поговорим, как же можно сократить расходы и что такое правильный семейный бюджет. В эфире «Книга жалоб». Напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – «Дороговизна жизни». В студии Юлия Леви, финансовый консультант и аудитор. Юлия, продолжаем разговор. Мы говорили, может быть, о причинах этой самой дороговизны жизни. Теперь, может быть, с вашей помощью попытаемся понять, как же, может быть, правильно оформить или придумать себе этот самый, или рассчитать этот самый семейный бюджет. Возьмем среднестатистическую семью. Понятно, что зарплаты у всех разные. Не будем углубляться. В среднем мы говорим где-то о 12 600 шекелей средняя зарплата. В среднем мы говорим о том, что семья там 3.25 как бы, головы. То есть примерно мы говорим в этих цифрах. И мы видим эти цены, о которых мы говорили подробно до рекламы. Цены продолжают расти. Ждать подачек от государства, наверное, не приходится. Про монополию мы тоже говорили, про всевозможные концерны, которые попросту делают ценами то, что они хотят, мотивируя это тем, что на самом деле сырье, из которого все это производится, дорожает. Отчасти это правильно, отчасти это, может быть, наглая ложь. Но, тем не менее, бюджет и зарплаты, которые поступают в конкретно отдельно взятую семью, он ограничен. Как правильно себя вести? Может ли помочь то, что называется, такое громкое слово «херем цархани», когда люди начинают бойкотировать какую-то сеть или какие-то товары, просто не покупают. Помните, Штраус, Милки. Это, правда, было давно, но, тем не менее, что-то в этом случае сработало. Ну, я считаю, что, на самом деле, херем цархани, он никогда не мешает. То есть мы, да, видим результаты даже сегодня, если мы говорим о последнем бойкоте, который говорил о Коттедж Алуфим, который, да, как бы сняли там цену с 26 до 19 шекелей, то есть это, да, помогает. Но я хочу вернуться к вашему вопросу. Что такое правильное распоряжение бюджетом? Но я считаю, что у каждого из нас есть, так сказать, свое правильно. То есть у каждого из нас есть какие-то Но у многих ценности. из нас есть тот самый приговор. Помните, чтоб ты жил на одну зарплату. К сожалению, это так. Мы получаем конкретную сумму То есть нам нужно принять правильное решение для каждого из нас, и у каждого, ну, конечно, может быть по-другому, что такое правильное использование цен. Моя бабушка, царство и небесное, говорила о том, что прежде всего надо жить на то, что ты зарабатываешь, а не на больше. А это так тяжело. Да, к сожалению, на сегодняшний день, учитывая все, так сказать, все тенденции модерного мира, мы видим, что это не у всех получается. То есть первое правило, это, конечно, оставаться в границах своей зарплаты. Что происходит, если ее не хватает? Ну, тут два варианта. Нас постоянно стимулируют. Всевозможные кредитные компании предлагают нам суды. Кредитные компании предлагают нам разбить эту большую покупку на несколько платежей. И тогда мы покупаем кучу вещей, которые нам не нужны, на деньги, которых у нас нет, при этом выплачивая это когда-нибудь потом. Я с вами согласна, это непросто. И самодисциплина тут, конечно же, очень важный фактор. Но давайте опять же вернемся к началу. То есть если я знаю, что у меня средняя зарплата 12 600,
окей, то мне надо как-то продержаться на 12 600. Из этих 12 600 что делается? Если у меня есть какие-то суды, машканты, вещи, которые, то есть, как бы я уже обязалась, прежде всего давайте сохраним какую-то часть этих 12 600 именно на эти выплаты. Предположим, это 4 000. Если мы говорим про суды и про машканту, про ипотеку, сколько, в принципе, из семейного бюджета человек должен выделять на вот это все в процентном соотношении, чтобы чувствовать себя относительно нормально? 30% от зарплаты, 40, 50? Банки поставили какую-то грань, которую я считаю, что она, в принципе, довольно-таки правильная, до 30%. Да. То есть как бы до трети, если мы сделаем, так сказать, округление. То есть если я плачу банкам больше, чем треть, это значит, что я сделала какие-то ошибки вчера, которые мне желательно обдумать, чтобы не делать их завтра. Почему? Потому что если я взяла, например, кредиты для того, чтобы купить что-то, что мне на самом деле не очень нужно было, и я теперь многие месяцы вперед должна буду это выплачивать, то тут уже нечего делать, дело уже сделано. Но если я понимаю, что сегодня я вижу какую-то рекламу, и я понимаю, что на данный момент у меня нет возможности это купить, то, может быть, стоит придержаться. Но прежде всего, как вы сказали, если я знаю, что у меня, например, граница 12 600, прежде всего надо отложить деньги на все суды. На то, что уже, на предыдущие обязательства. На все, что уже выкуплено. Теперь остается какая-то часть, которая, опять же, игра очень ограничена. То есть мне нужно оплатить садик, мне нужно оплатить арнону, мне нужно оплатить электричество, мне нужно оплатить какие-то счета. Это, опять же, какая-то часть, которая, в принципе, уходит. С этой частью, кстати, в некоторых случаях, да, можно как-то играть. Что значит можно как-то играть? Ту же арнону, может быть, мне полагается какая-то скидка, о которой я еще не знаю. Может быть, вместо того, чтобы включать свет во всем доме, я могу выключить какие-то комнаты, в которых или я кушать, не к примеру, через раз. Сегодня кушаем, завтра не кушаем. Но я не хочу делать такие, так сказать, такие резкие высказывания, но я считаю, что да, в некоторых случаях мы не всегда понимаем, за что мы платим, особенно когда дело идет о разных там битуахах, о разных страховках, разных таких... это, в принципе, тема для отдельной передачи, когда мы пригласим очередного страхового агента, который нам скажет, как правильно эти страховки делать. Но, тем делать. не менее, есть вещи, которые, в принципе, мое ощущение, это то, что я не могу с ними очень долго играться, потому что они, в принципе, тоже довольно-таки... Но это постоянная, в любом случае, постоянная графа расходов. Которые тоже надо отложить. И теперь у нас остается что-то. Это что-то, с ним можно по-разному работать. Это можно отложить на черный день, это можно потратить на очередную какую-то, не знаю, роскошь или какую-то там одежку или еще что-нибудь. Или это деньги, которые мы можем вложить в себя, в наших детей. Это я опять же говорю о самообразовании, я говорю о каких-то курсах, о каких-то навыках, которые могут позволить мне вместо 12 600 в следующем месяце быть главой Верховного 13. суда, в конечном итоге, чтобы ваш ребенок смог стать главой Верховного суда, чтобы получать вот те вот вышеупомянутые 120 тысяч шекелей бруто в месяц. Грубо говоря, да. Я очень в это верю. То есть я знаю, так же, как мои родители, когда мы приехали в Израиль, каждую копеечку откладывали на какие-то кружки, на какие-то энциклопедии, на какие-то знания, они, да, дают какие-то свои вклады. Не всегда это происходит на следующий день. Иногда требуется терпение, это берет некоторые годы. Но я считаю, что если мы делаем это на протяжении долгого периода, в конце концов это происходит. Еще один важный фактор, о которых мы не говорим, это инвестиции. Это отложить немножко денег на черный день в какую-то пенсионную компанию, в какую-то, не знаю, в какую-то инвестицию. Многие люди об этом даже не думают. То есть как бы очень популярно плакать о том, что не хватает... но согласитесь, те проценты, которые вы сегодня получаете на инвестиции, то есть нужно закончить отдельный какой-то курс, чтобы знать правильно, куда инвестировать, потому что вы как можете заработать, так же и проиграть все, что вы туда вложили. Тут я с вами не согласна. Если бы мы с вами говорили год назад, да, вы были бы правы, потому что на тот момент проценты в банке были очень низкие, и альтернатив, может быть, было не так и много. На сегодняшний день я считаю, что альтернативы, да, существуют на 5, 6, 7, даже 8% годовых для людей, кто умеет, так сказать, это при условии, деньги. что и цены на ипотечные институты поднимаются. И то, что человек мог отложить, сегодня это сожрет, простите, та же машканта. Вы знаете, вы правы, что все дорожает. Я еще, если позволите, когда многие из нас приехали в 90-х годах, я приведу просто средние цены. Когда-то средний семейный автомобиль стоил порядка 40-50 тысяч шекелей. Прошло не так много, 30 лет. В принципе, цена на машину того же примерно класса выросла в 3 раза. То есть сегодня та же машина стоит порядка 150 тысяч. Потому что налоги поднялись очень сильно. Да, но это за 30 лет. В то же время квартиры, которые стоили когда-то 120 тысяч шекелей, сегодня стоят 1,5
миллиона шекелей. И то, что мы сегодня будем пытаться откладывать, чтобы впоследствии что-то с этими деньгами делать, они просто обесцениваются, эти деньги. Это выход? Я не совсем с вами Если я согласна. сегодня буду платить, если сегодня для того, чтобы купить квартиру, нужно порядка, я могу ошибаться, около 150, может быть, 170 окладов. При условии, что вы, конечно, не будете есть. Желательно, чтобы вы вообще не жили, желательно, чтобы вы ничего не тратили и, соответственно, не спускайте воду в туалете. Потому что это тоже стоит денег. Как накопить на эту квартиру? То, что вы будете откладывать, это дороговизна, все это поест. Вы знаете, это замкнутый круг. Вы знаете, мы немножко смешали две темы, потому что, с одной стороны, вы говорите о том, что надо как-то выжить в этом месяце, при этом не утопая в долгах, то есть как нужно правильно использовать свои те же 12 600, которыми, так сказать, сторонники. При условии, что это 12 600. А с другой стороны, как мы можем накопить на квартиру? Это две разные темы, которые, кстати, очень связаны, потому что, предположим, я с вами согласна, и в некоторых случаях люди на самом деле чувствуют, что им будет очень тяжело, может быть, даже невозможно накопить ту сумму, которая требуется сегодня для покупки. Даже для старта, да. Для покупки квартир. Предположим, я с вами согласна. Что же нам делать в этой ситуации? Так давайте будем тратить все, что можно, или же все-таки, да, попытаемся что-то отложить, что-то сэкономить, потому что я помню, как моя семья копеечки накопила какую-то мизерную сумму, чтобы купить первую квартиру. Это было непросто. Кстати, Это вы было правы. давно, и условия были другие, согласитесь. Тем не менее, как бы, принципы остаются такие же. То есть, да, немножко сложнее. Тем не менее, сегодня в нашей экономике есть намного больше возможностей для того, чтобы увеличить именно те доходы, о которых мы говорим. То есть раньше было намного меньше профессий, которые бы давали в среднем 27 тысяч шекелей. Это та зарплата, которую сегодня получают в среднем в хай-теке. В то время я не помню, чтобы были такие зарплаты. То есть да, у нас больше проблем, у нас больше сложностей, чтобы накопить те же деньги или чтобы как-то их отложить. Тем не менее, у нас также больше возможностей. Поэтому если мы будем думать, продолжать думать, почему нет, вместо того, а как можно, и вместо того, чтобы смотреть на людей, у которых это получилось, и спрашивать, а как у вас это получилось, а что вы сделали, и делать то же, что они делают, я думаю, что это будет более результативно для всех нас. Я с вами не спорю. Это У нас тяжело, остается это 30 секунд непросто. на этот неспор. Окей. И тем не менее, я считаю, что если каждый из нас возьмет, так сказать, возле... Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Возьмите Это в вашу да. И свою вместо того, судьбу чтобы в собственные руки. искать помощь у кого-то других, нужно просто остановиться, посмотреть, что я делаю, а правильно ли я это делаю. А то, что я делаю, помогает мне продвинуться вперед к моей цели, или я просто топчусь на месте. И как только мы это понимаем, да, что-то можно изменить. Последний вопрос, 20 секунд, если у нас получится. Как все-таки правильно программировать этот бюджет? Держать все в голове или все-таки выписать это на какой-то бумажке или отпечатать эту бумажку, повесить у себя ее перед лицом, чтобы ты знал, как? Я считаю, что на сегодняшний день есть куча разных аппликаций, программ и так далее, которые позволяют вести семейный бюджет. Я очень верю в то, чтобы смотреть наперед. То есть посмотреть, опять же, с помощью разных аппликаций, какая у меня есть на сегодняшний день сумма в банке, что я уже должна как бы подготовить для оплаты, а что у меня остается. И уже исходя из этой цифры думать, покупать тот же продукт, который сейчас рекламируют или нет. Юлия Леви, финансовый консультант. Большое вам спасибо за Спасибо вам. подробный комментарий. Спасибо вам огромное.